Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И я наконец-то довязала вот эти хлопковые носочки. И в этом видео я как раз расскажу вам, как они связаны. Я внесла некоторые изменения в мастер-класс о вязании носков крючком. Я немножко изменила вот эту часть, да, то, как, я не знаю, клин подъема вливается в основное изделие. Здесь теперь, видите, смотрится немножко по-другому. И вторая половина. И немножко изменила мысок. То есть мысок я хотела сделать двусторонним, но все равно выбрала только одну сторону в качестве лицевой, потому что на обратной стороне я прячу хвостики. Здесь пряжа, она немножко такая, знаете ли, кудрявая, поэтому, может быть, и узор не особо виден, но здесь в мыске теперь ветки выходят из вот этой вот части скоса, и видите, они идут вверх. То есть получается, что в данном носке мы имитируем вязание спицами от мыска вверх. Если другие мои мастер-классы про вот такие вязаные носочки имитировали вязание спицами от открытого края к мыску, то здесь как бы наоборот. Ну и все остальное здесь точно так же. Ювелирный, бесшовный, незаметный шов, да, потрясающая эластичность носка что в одну, что в другую сторону, да. Единственное, что связан этот носочек из хлопковой пряжи, это летний вариант, но об этом, обо всем поподробнее будет дальше. И если вам нравятся мои видео и нравятся мои изделия, то я напоминаю о том, что не забудьте про свои лайки, подписывайтесь на канал, если вдруг вы смотрите мои видео без подписки, и нажимайте на колокольчик, чтобы всегда получать уведомления о выходе новых видео мастер-классов. И давайте начинать вязание. Давайте начнем с плотности и измеряем, сколько здесь петель в 10 сантиметрах. Так. У меня получилось приблизительно 32-33 петли в 10 сантиметрах. Сначала вам нужно связать образец из вашей пряжи и вашим крючком и определить плотность вашего вязания. Если вы попадаете в мою плотность, то можете в один использовать данный мастер-класс. Если нет, то вам придется вносить корректировки. То есть, если у вас больше число петель в 10 сантиметрах, чем у меня, то вам придется набирать большее число петель, а если меньше, то, соответственно, меньшее число петель. Для вязания мне потребуется вот такая пряжа. Это специальная носочная пряжа. У меня Infinity Sport, 83% хлопок, 12% полиамид и 5% полиэстер. 50 грамм, 210 метров. Стандартный метраж для носочной пряжи. Одного мотка хватит только на один носок, поэтому на два носка нужно, соответственно, два мотка. Крючок у меня это 4 миллиметра, иголка для шерсти и контрастная нитка для наборного ряда. Это все обязательно, без этого никак. Итак, беру контрастную нитку, беру крючок, и я набираю 106 петель воздушных. Размер моего носочка 36. И на свой 36 размер я набираю 106 петель. На размер больше, на каждый размер побольше я бы набрала плюс одну петлю, то есть на 37 это был бы 107, на 38 108 и так далее. На каждый размер меньше я набрала бы на одну петлю меньше. Но здесь, мне кажется, очень логичная закономерность. Итак, набираю 106 петель и перехожу к вязанию первого ряда основным цветом. Итак, данная наборная цепочка это будет вот это расстояние по низу стопы и вверх до паглинка. И данная цепочка, она всегда будет длиннее, чем сам носок, чем сама вязка, потому что вязка, она пружинит, она сжимается, а цепочка всегда длинная. И я вам не могу сказать, что есть какая-то закономерность. Вот вы набираете 100 воздушных петель, и тогда ваш там носок будет нужной вам длины, и он сожмется до нужной вам длины. Нет, такой закономерности нет. Длину этой цепочки и количество звеньев в этой цепочке вы тоже определяете по образцу. То есть вы замеряете, вот, берете линейку, измеряете, сколько вам нужно петель в 10 сантиметрах, рассчитывайте вашу длину стопы, вашу высоту паголенка
И дальше умножаете это число на число петель в 10 сантиметрах и делите на 10. И тогда вы получите количество петель в вашей наборной цепочке. Ориентироваться по длине цепочки нельзя. У меня она всегда в несколько раз длиннее, и я как бы не ориентируюсь по ее длине. Возможно, у кого-то как-то по-другому, с какой-то другой плотностью вяжется эта цепочка, но я вам рассказываю про то, как вяжу я, и вот по моему опыту я могу сказать так, что цепочка всегда длиннее, чем само изделие, и что нужно ориентироваться по изделию, по образцу. Итак, петли набраны. Я обычно набираю чуть больше для того, чтобы просто последняя петля не упиралась в последнее звено, так будет удобнее. И теперь перехожу к вязанию первого ряда. Беру основную нитку и свой наборный ряд. И делаю одну воздушную петлю. Дальше разворачиваю цепочку и вкалываю крючок в перемычку. Вот так. Первый ряд я вяжу за перемычки. Это нужно для того, чтобы в конце легко и просто удалить контрастную нитку. Раз. В следующую точку. Два. И вяжу я первый ряд соединительными петлями. Самыми обычными. 3. 4. 5. 6. Для первого ряда вяжу 106 соединительных петель. Итак, первый ряд провязан. Дальше второй ряд. И все остальные ряды до 11 будут вязаться так, как второй. 11 включительно. Воздушная петля подъема, поворот, вкалываю крючок во второе звено от крючка. Раз, два. За дальнюю тушку. Вот так. Подхватываю рабочую нитку, делаю соединительную петлю. И во втором ряду я вяжу 106 соединительных петель за дальнюю тушку. И работаю такими поворотными рядами, как я уже сказала, до 11 ряда включительно. Подхожу к концу ряда и последние петли в этом ряду. Вот это будет 105, а в следующую точку 106. Воздушная петля подъема, поворот. И третий ряд все точно так же. Второе звено от крючка, вкалываю крючок и начинаю вязать соединительные петли. Здесь, смотрите, одно небольшое уточнение. Данная вязка, данная техника не любят слишком тугих петель, поэтому я вяжу свободно, я не затягиваю. Я беру крючок на номер больше, чем рекомендуется к пряже. К этой пряже, кстати, вообще крючок не рекомендовался, только спицы. То есть здесь нужно вязать свободно, тогда у вас получится красивое эластичное полотно. Ну, как я уже сказала, работаю такими поворотными рядами, встречаемся там, и я покажу вам, что делать дальше. Итак, я связала 11 рядов. Это вот эта часть у готового носка. И дальше перехожу к 12 ряду. 12 ряд начнет формирование мыска, и 12 ряд это будет первый укороченный ряд из мыска. Итак, 12 ряд, воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка. Все точно так же начинаю делать соединительные петли и работаю соединительными петлями. До конца ряда не дохожу 2 петли. То есть получается в 12 ряду 104 соединительных петли. 12 ряд я связала, и дальше будет 13 ряд. В нем начнется клин для пятки. Для пятки я откладываю маркер на 62 петлю от носика. Здесь у меня в сантиметрах, ну, где-то 21. Смотрите, у меня стопа 22,5, наверное, сантиметра. Откладываю я 21, но на самом деле пряжа такая тянучая, что все эти сантиметры и какие-то их замеры, они условны, да, то есть я могу тут растянуть сразу на 22. Поэтому вот мне кажется, вы приблизительно свою длину стопы от носика и откладываете. Я просто уже связала один
носок, его перевязала, по нему связала второй, и у меня получился вот такое вот расстояние до пятки 62 петли. Если вы просто делаете по моему мастер-классу и вам подходит моя плотность, то тогда, если у вас больший размер, на каждый следующий вы здесь прибавляете по одной, там на 37 это 63, на 38 64 и так далее. На каждый меньший размер, наоборот, уменьшаете по одной. И таким образом у вас получится свой размер носка. Дальше беру крючок и начинаю вязать 13 ряд. 13 ряд он будет с клином пятки, то есть он дойдет до сюда, потом мы здесь свяжем клин пятки и уйдем вот сюда. Поэтому он такой очень-очень долгий. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Здесь 2 петли было в остатке, поэтому до пика маркера остается лишь 60 петель, то есть 60 от этого ряда это пик пяточки. И провязываю 60 соединительных петель до маркера за дальнюю дужку. Все точно так же. Встречаемся там. Подхожу я к маркеру, провязываю маркированную петлю, делаю сюда точно так же соединительную петлю. Давайте маркер вот так вот немножко отодвину. И дальше начинается клин пятки. Для клина пятки сначала делаю сцепку, как бы по ходу вязания. Здесь я свяжу 2 соединительных петли. Раз. И в следующую точку 2. Дальше здесь воздушную петлю подъема я не делаю именно в этом месте, и в этих поворотах не делается воздушная петля подъема. Отсчитываю от крючка 1, 2, 3 и вкалываю крючок в третью петлю за дальнюю дужку. И делаю соединительную петлю и вяжу 20 соединительных петель. 2, 3, 4, 19, 20. В первом ряду клина пяточки это будет вот этот ряд. Я делаю 20 петель. Теперь воздушная петля подъема и поворот. И в обратную сторону вяжу снова 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 19 и последняя 20. И вот я связала первую пару рядов для клина пяточки. Дальше делаю сцепку. То есть вот эта сторона, это уже будет вертикаль. И теперь я буду вот так делать сцепки с вертикалью. Итак, вкалываю крючок в перемычку от предыдущих рядов вот так. И сразу же за дальнюю полупетлю в нижний ряд делаю одну соединительную петлю и в следующую точку делаю вторую соединительную петлю. Вот это будет степка. Поворачиваю вязание и начинаю снова в третье звено от крючка. 1, 2, 3. Воздушную петлю подъема в этой точке не делаю. Вкалываю крючок в третье звено от крючка, подхватываю рабочую нить и вяжу соединительные петли. Я здесь вяжу 18 соединительных петель. Итак, с каждой пары рядов я буду уменьшать число соединительных петель на 2, пока не дойду до 2, всего 2 соединительных петель, да, пока у меня клин не станет клином. То есть вот здесь последний ряд, здесь только 2 соединительных петли. Вяжу 18 соединительных петель. 2 петли до края, как я уже сказала, я не довязываю. Вот 2 петли в остатке, воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону снова 18 соединительных петель. Так, подхожу к последним петлям. Я рекомендую здесь всегда считать петли. В каждом ряду, в каждом клине всегда считать петли для того, чтобы убедиться, что вы не связали ничего лишнего и не упустили нигде петлю. И снова делаю сцепку. Так, вкалываю крючок в перемычку, вот так. И ухожу в нижний ряд за дальнюю полупетлю. 1, и в следующую точку
2, поворот, в третье звено от крючка, воздушную петлю не делаю, и в этой паре рядов будет 16 соединительных петель. Ну, в общем, я думаю, этот момент понятен. Вяжем так: 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 и 2. И вот 2 это будет последний ряд в клине. Всего рядов для клина пяточки у меня 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10. Почему 10? Потому что я набрала 20 петель. 20 делю на 2 получается 10. Если вы здесь для первого ряда пятки откладываете любое другое число, то у вас будет другое число. Откладываете 18, у вас будет 9 рядов в клине пятки. Откладываете 14, будет 7 рядов в клине пятки. То есть вот такая закономерность. Число рядов это равно число петель в первом ряду клина, деленное на 2. Итак, я почти довязала клин до конца. Останавливаюсь в последней паре рядов. Здесь мне нужно связать 2 петли обратно и перейти на вязание паглинка. Воздушная петля подъема, поворот. Делаю тот самый последний ряд из 2 петель. 2 соединительных петли за дальнюю дужку. Раз. 2. Вкалываю крючок в перемычку. Вот так. И внешний ряд. И продолжаю вязать соединительные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И получается в последнем отрезке у меня 26 петель. 24 это паглинок и 2 петли это еще клин пяточки. Это число 26 нужно запомнить, потому что сначала мы свяжем один клин, а потом на противоположной стороне будем вязать второй клин. И вот здесь нам это число и пригодится. И это был 13 ряд, и на этом 13 ряд, это вот все один 13 ряд закончен. Дальше 14 ряд. Воздушная петля подъема, поворот и 14 ряд. Это будет ряд, который будет короче еще на 2 петли в мыске, но также он пройдется вдоль клина пяточки и соберет все эти петли. Итак, смотрите, как же вяжется 14 ряд. Воздушную петлю подъема я сделала. Дальше во второе звено от крючка начинаю вязать соединительные петли. И сначала я дохожу соединительными петлями до первой ступеньки в пяточке. Итак, подхожу к первой ступеньке в пяточке. И здесь нужно сделать сцепку. Здесь вообще правило во всем носке такое. Вижу ступеньку, делаю сцепку. Как я буду делать сцепку? Я вкалываю крючок в перемычку и подхватываю еще вот ниточку. Смотрите, вот одна нить. Здесь можно взять крючок на номер меньше, если тяжело. Одна нить, и вот она вторая, потому что эта пряжа, она, видите, не могу подхватить. Она пружинистая, и она свои петли стягивает. Вот, сейчас я подхвачу. Вот, смотрите, подхватила 2 нити. Раз, два. У каждой ступеньки я подхватываю вот эти 2 нити, делаю накид на крючке и вкалываю крючок тут же, точно так же за дальнюю петлю внешний ряд. И провожу рабочую нить через все петли на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. Это получается сцепка. Она будет красиво смотреться и с лица, и с изнанки. Таким образом, что носочек будет просто двусторонний. В следующую точку обычная соединительная петля. Опять ступенька. То есть вот опять
2 ниточки, вот так. Ну, я думаю, это видно, да? Вот, вколола. Делаю накид на крючке и в нижний ряд вывожу, подтягиваю, подтягиваю. И в следующую точку соединительная петля. Опять. Сцепка и соединительная петля. Снова вкалываю в 2 ниточки. Так. Накид на крючке, в нижний ряд и делаю сцепку. То есть фактически сцепка — это соединительная петля с накидом, но при этом, видите, она подхватывает еще и вот эти вот 2 нити у ступеньки. Накид и в нижний ряд. И она очень красиво смотрится с той стороны, которую вы сейчас не видите. Я вам ее покажу по окончанию этого ряда. Опять сцепка. И соединительная петля. И снова сцепка. Не хочет вкалываться. Правильно я сделала. Накид, затем внешний ряд и затем провязываю. И соединительная петля. Опять 2 ниточки, накид, и в следующую точку соединительная петля. И соединительная петля. Так, и последняя сцепка в клине. Так. Вколола, накид и в нижний ряд. И вот она сцепка. И довязываю этот ряд не до конца. В конце оставляю еще 2 петли. Сколько всего петель в этом ряду, я посчитаю и скажу вам. Я считаю здесь все петли как просто соединительные петли. Я не буду тут высчитывать там 26 соединительных, затем сцепка, затем одна. Нет, я сразу все считаю как соединительные, потому что у вас может быть и свое число петель для паголенка, и какое-то другое число в пятке, да. Но все равно все эти петли я всегда рассматриваю как просто соединительные петли. Так, ну, в общем, довязываю вот до этой точки. И вот довязала я, получается, 14 ряд. В нем у меня 82 петли. 2 петли я снова оставила для мыска. И 15 ряд. Здесь все просто. Воздушная петля подъема поворот. Во второе звено от крючка. Начинаю делать соединительные петли. В 15 ряду будет просто 84 соединительных петли за дальнюю дужку. 15 ряд готов. Дальше 16 ряд. 16 ряд будет на 2 петли короче, чем 15. Итак, воздушная петля подъема, поворот. Все точно так же. Начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку. И в 16 ряду я вяжу 80 соединительных петель за дальнюю дужку. То есть до края предыдущей ступеньки я не дойду еще 2 петли, и тем самым образуется еще одна ступенька. Итак, готов у меня 16 ряд, в нем я провязала 80 петель, дальше 17 ряд, воздушная петля подъема, поворот, и в 17 ряду опять начинаю во второе звено от крючка за дальнюю дужку, делаю соединительные петли. В 17 ряду будет 80 соединительных петель, так же как в 16. 17 ряд готов, дальше будет 18 ряд. Итак, 18 ряд, воздушная петля подъема, поворот. И в 18 ряду точно так же начинаю во второе звено от крючка
Начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. В 18 ряду у меня будет 78 соединительных петель. То есть здесь оставляю еще 2 петли недовязанным. Тем самым образуется еще одна ступенька. 18 ряд готов, 19 ряд воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 78 соединительных петель за дальнюю дужку. Итак, 19 ряд готов, и на этом у меня готова первая часть одного скоса мыска. Смотрите, вот как выглядит этот скос целиком, точнее не этот, а вот этот. Вот он. Вот эта часть скоса у меня готова. В ней у меня получается 4 пары укороченных рядов. Раз, два, три, 4. И вот пятая ступенька, это был полный ряд. Дальше я делаю вторую половину скоса. Вот была первая половина, а вот теперь будет вторая. Вторая будет вязаться точно так же, только зеркально. То есть начну второй скос с самого короткого укороченного ряда, затем удлиняюсь на 2 петли, затем удлиняюсь еще на 2 петли, затем удлиняюсь еще на 2 петли, и так пока не доберу полное значение петель. И это будет 20 ряд. Итак, 20 ряд: воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, вкалываю крючок, и в 20 ряду у меня будет точно такое же количество соединительных петель, как в 19. То есть вяжу прям до ступеньки, вот до сюда, вот до сюда. 20 ряд готов, в нем я связала 78 соединительных петель. 21 ряд: воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка, вкалываю крючок и начинаю делать соединительные петли за дальнюю дужку. В 21 ряду будет 78 соединительных петель, точно так же, как в 20. 21 ряд готов. Дальше 22 ряд: воздушная петля подъема, поворот, опять-таки все традиционно начинается. Во второе звено от крючка вкалываю крючок, и здесь я вяжу 80 соединительных петель. То есть это на 2 петли больше, чем было в предыдущем ряду. Смотрите, этот ряд дойдет до ступенек, до первой ступеньки. Она здесь состоит из 2 пар рядов, то есть это будет высокая ступенька. Он сделает сцепку и дойдет до края следующей ступеньки. Как это делается? Дохожу до первой ступеньки. Так. Здесь еще одна петля. Вот, я дошла до первой ступеньки. Здесь раз, два. 2 ряда, 2 пары рядов. Как я делаю в этом случае? Я вкалываю крючок. Практически точно так же. За 2 ниточки вот так я вкалываю в одну ступеньку. И точно так же вкалываю крючок за 2 ниточки во вторую ступеньку. Дальше делаю накид вот так и вывожу крючок в нижний ряд за дальнюю полупетлю. Подхватываю рабочую нить и протягиваю петлю через все петли на крючке. Подтягиваю, подтягиваю. И в следующую точку делаю обычную соединительную петлю. Вот он, 22 ряд. И вот она, сцепка в 22 ряду. 23 ряд: воздушная петля подъема, поворот, и в обратную сторону за дальнюю полупетлю здесь будет просто 80 соединительных петель. Как обычно мы вязали все это время. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. Итак, 23 ряд готов. 24 ряд: воздушная петля подъема, поворот, опять начинаю во второе звено от крючка, соединительные петли за дальнюю дужку. И в 24 ряду у меня будет 82 соединительных петли.
То есть это еще на 2 петли больше, чем в предыдущей паре рядов. Я дохожу вот до этой точки, здесь снова делаю сцепку через 2 ряда и затем довязываю вот до сюда. Так, подхожу опять к ступеньке. Это вот 80 петля, и дальше в нижний ряд будет 81, 82. Теперь сцепка. Опять-таки, повторю еще раз, как делается сцепка. В 2 нити одной ступени вкалываю крючок. Напоминаю, если крючок плохо входит, вот у меня сейчас никак не хочет, можно взять крючок меньшего размера. Так, вколола в 2 нити следующей точки. Дальше делаю накид и увожу в нижний ряд. Подтягиваю, подтягиваю. 81 и в следующую точку. Так, 82. И это был 24 ряд. 25 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Он простой. Здесь просто 82 соединительных петли за дальнюю тушку. 25 ряд готов. 26 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. И в этом ряду будет 84 соединительных петли. То есть он опять будет на 2 петли длиннее, чем предыдущие ступеньки. 81 и 82. И снова оказываюсь у ступеньки. Все точно так же. Вкалываю крючок в 2 ниточки. Так, не хочет. Так, вколола. И в следующую точку точно так же в 2 ниточки. Вколола. Дальше делаю накид на крючке и в нижний ряд. Это 83. Подтягиваю. Следующую точку 84. И это был 26 ряд. Теперь 27 ряд. Воздушная петля подъема, поворот и в обратную сторону 27 ряд. Это просто 84 соединительных петли за дальнюю тушку. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. 27 ряд готов. Дальше будет 28 ряд, и это будет первый полный ряд. Это будет первый ряд, который дойдет до самого края мыска. Итак, в нем будет 86 петель, и это верное значение. Воздушная петля подъема, поворот, вкалываю крючок во второе звено от крючка и начинаю вязать соединительные петли за дальнюю дужку. Как я уже сказала, в 28 ряду будет 86 соединительных петель. Откуда такое значение 86? И как его получить, как проверить себя, если вы набирали другое число петель и вязали из другой пряжи? Помните, в начале я набирала 106 петель. Это был мой набор. Если он у вас другой, то он у вас другой. И вот здесь я делала пятку на 20 петлях. Вот 106 минус 20, потому что именно 20 петель здесь я убавила, это получается 86. Соответственно, вы себя точно так же проверяете. Ваш набор минус число петель в первом ряду клина пятки должны показать число петель вот в этой части, которая осталась. У меня это 86. Итак, довязываю вот до сюда, здесь снова делаю сцепку и вяжу еще 2 петли из нижнего ряда. Итак, я подхожу к ступеньке, снова делаю сцепку. Еще раз покажу. Так, вкалываю крючок вот так и в следующий ряд. Вот так. И теперь в нижний ряд. Нет, и теперь делаю накид, а вот только теперь в нижний ряд. И делаю соединительную петлю. Это 85. Подтягиваю, подтягиваю. И в самую последнюю точку 86. Я повторюсь, я рекомендую в каждом ряду пересчитывать петли.
Потому что здесь очень легко ошибиться, очень легко что-то не довязать или наоборот добавить, и тогда у вас число петель разойдется. Это был 28 ряд. Дальше 29 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, во второе звено от крючка начинаю вязание. И в 29 ряду будет 86 соединительных петель. И я наконец-таки перехожу к вязанию полными рядами. Первая часть скоса мыска у меня готова, да? Вот она. И на второй половине будет вторая точно такая же. Теперь вяжу полными рядами по 86 петель. И таких полных рядов мне нужно всего вот в этой части 10. 10 пар полных рядов. Вот одну пару я начала уже формировать, это 28, 29. И, соответственно, полными рядами по 86 петель я вяжу до 47 ряда включительно. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Встречаемся там. Там начнет свое формирование второй скос мыска. Да, и дальше перейдем ко второму клину пяточки. Итак, довязала я 47 ряд, и дальше начнется второй скос носик, да, то есть вот первая часть, и вот начнется вторая. Вяжется все точно так же, то есть здесь начнутся 4 пары укороченных рядов. Первая не довяжет 2 петли, вторая не довяжет еще 2 петли, третья не довяжет еще 2 петли, и четвертая не довяжет еще 2 петли. То есть все точно так же, как было на первой части. Я просто на монтаже подпишу вам номера рядов и количество в них петель. Ориентируйтесь по данной схеме, потому что расписывать это второй раз я уже не буду. Итак, связала я 55 рядов, и первый скос на второй половине у меня закончен. Второй скос вяжется точно так же, как и второй скос на первой половине. То есть сначала я свяжу самый короткий ряд, он дойдет вот до сюда, потом будет пара рядов на 2 петли больше, здесь делается сцепка, потом еще на 2 петли больше, потом еще на 2 петли больше. В общем, здесь снова я показывать не буду, я просто опять-таки оставлю вам числовые значения и номера рядов. Смотрите, в предпоследнем удлиняющемся ряду начнется формироваться пятка. Я напишу номера рядов и числовые значения количества петель в них, довязываем до туда, встречаемся после этой точки и начинаем формировать второй клин пятки. Вязала 61 ряд. То есть смотрите, дальше у меня пойдет 62 ряд, и он должен будет дойти вот до этого края. Это получается предпоследний укороченный удлиняющийся ряд. И в этом ряду 62 ряд он начинает делать второй клин пяточки, который будет зеркален первому. То есть я сначала свяжу вот так, и потом начну вязать укороченные ряды для формирования второго клина подъема. Вот так вот перейду сюда, и вот здесь вот закончу. Это будет 62 ряд. Итак, смотрите, как же он делается. Начинаю. Воздушная петля подъема, поворот. И помните, в конце ряда, в котором был первый клин пятки, я просила вас запомнить число 26. Ну, у меня это получилось 26. Вот сейчас я это число и вспоминаю. И вяжу 26 соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. 2, 3, 4, 5, 26. Итак, я связала 26 соединительных петель. И начинаю вязать второй клин подъема. Воздушная петля подъема, поворот. И второй клин подъема вяжется зеркально первому. То есть мы первые начинали с 20 петель, заканчивали двумя. Здесь наоборот, начинаем с 2 петель, заканчиваем 20. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу 1, 2. Воздушная петля подъема, поворот. Забываю о том, как я делаю первый клин. Здесь нет таких элементов, как вколоть в третью петлю, не делать воздушную петлю подъема. Здесь мы делаем все обычно. Всегда делаю воздушную петлю подъема в начале каждого вот этого укороченного ряда. Теперь 4. Воздушную петлю я сделала. 4.
соединительных петли. Раз, во вторую точку. 2 и 2 петли по нижнему ряду. Значит, нужно сделать сцепку. Сцепка всегда делается одинаково. Вкалываю крючок за 2 ниточки вот так, делаю накид на крючке и увожу крючок в нижний ряд. Подтягиваю, подтягиваю. Это 3, это 4. Воздушная петля подъема, поворот. И здесь опять во второе звено от крючка начинаю делать соединительные петли. Раз, 2, 3, 4. Воздушная петля подъема, поворот и теперь 6 петель. То есть каждая пара рядов становится длиннее на 2 петли, чем предыдущая. И эти 2 петли я беру из нижнего ряда. Так, воздушную петлю подъема я сделала, вяжу. Раз, 2, 3, 4. Опять вяжу ступеньку, делаю сцепку. Вкалываю крючок в 2 ниточки, вот так. Накид на крючке. 5, подтягиваю, подтягиваю. 6. Воздушная петля подъема, поворот и 6 петель в обратную сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля подъема, поворот и теперь 8 соединительных петель. Раз, 2, 3, 4. Так. 5, 6. Делаю сцепку. Так. Накид на крючке в нижний ряд. 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот и 8 соединительных петель в обратную сторону. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Воздушная петля подъема, поворот. И такими рядами я вяжу каждый раз, удлиняю на 2 петли, пока число петель в последней паре рядов не станет 20. Почему 20? Потому что в первом клине мы начинали именно с пары рядов, в которой было 20 петель. Оба клина должны иметь одну и ту же высоту, одну и ту же длину, то есть быть одинаковыми. Поэтому заканчиваю здесь, довязываю до 20 петель в паре рядов. Вот связала я клин пяточки. Здесь у меня в последней паре рядов было сюда 20 петель и сюда 20 петель. И дальше я заканчиваю этот ряд. Это все будет 1,62 ряд. Вяжу вот до этой точки. Здесь будет ступенька. Точно делаю такую же сцепку, как мы делали все это время. Дохожу вот до сюда. От этой точки вот до этой точки будет 60 петель. И 2 петли еще останется до края. Смотрите, итого получается 62. Это то самое значение, пик пятки, на который мы вешали маркер в самом начале, когда откладывали петли для первого клина. Эти два значения должны сойтись. Если у вас здесь не получилось ваше изначальное значение, значит где-то ошибка. Итак, воздушная петля подъема, поворот и вяжу 60 соединительных петель за дальнюю дужку. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20. Здесь сцепка. Вкалываю крючок в перемычку и в ниточку. Делаю накид и ухожу в нижний ряд. Это будет 21, 22, 23. Вяжу вот до этой ступеньки, встречаемся здесь. И вот я связала 58 петель, дошла до ступеньки. Значит, делаю степку. Вкалываю крючок в 2 ниточки. Раз. Опять в 2 ниточки. Так. 2. Делаю накид на крючке и вкалываю крючок в нижний ряд. Это 59 и 60. И это был 62 ряд. Дальше 63 ряд. Воздушная петля подъема, поворот. Во второе звено от крючка вкалываю крючок и вяжу сначала 60 соединительных петель за дальнюю дужку. То есть дохожу до пика пяточки. Затем мы перейдем на обвязку вот по этому краю клина пятки. И дальше уйдем на паголинок. Встречаемся здесь, покажу, как обвязывать вот эту часть. Вот я связала 60 соединительных петель. Дохожу вот до этой стороны. Здесь у меня вот этих вот пар рядов в клине 10. И мне нужно в каждую пару рядов сделать по 2 петли. По 2 соединительных петли. Как я это делаю? Я вкалываю крючок в ниточку и в перемычку. Подхватываю рабочую петлю. Раз. И дальше вот в пространство между рядов. 2. Опять. В ниточку. И в перемычку. 3. В пространство между рядов 4. В ниточку. В перемычку. 5. 6. 7, 8. Так. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Так. 17, 18. И вот последняя пара. 19. И 20 ряд вкалываю вот сюда. 20. И дальше довязываю ряд до конца.
21, 22, 23, 24, 43 и получается 44. Вот, это был 63 ряд. В нем сначала я связала 60 петель и затем 44. Итого это получилось 104 петли. Здесь в остатке лежит еще 2 петли. 104 плюс 2 это будет 106. И это то самое число, которое я набирала в начале контрастной ниткой. Если эти два значения сходятся, значит все верно. Если у вас что-то не сошлось, то значит где-то ошибка, где-то вы упустили петлю, либо где-то добавили петлю. И дальше начинаю вязать 64 ряд. Воздушная петля подъема, поворот, и это будет полный ряд. В нем будет 106 петель за заднюю дужку. Начинаю, как всегда, во второе звено от крючка. То есть этот ряд будет вязаться вот так, дойдет вот до сюда, сделает здесь сцепку и упрется в самый-самый край носика. И вот я подхожу к ступеньке, опять делаю сцепку, вкалываю крючок в 2 ниточки. Да что ж такое? Вкалываю крючок в 2 ниточки, раз, 2 ниточки, 2, делаю накид на крючке и внешний ряд. Это будет 105, в следующую точку 106. И это был 64 ряд. Вот в нем я дошла до своего первоначального значения петель. И 65 ряд. Раз, воздушная петля подъема. И во второе звено от крючка начинаю вязать соединительные петли. Их будет тоже 106. И таким образом у меня свяжется первая пара рядов, в которых полное значение петель. И таких пар рядов с этой стороны мне тоже нужно 5. Вот сейчас у меня формируется первая пара. Нужно еще связать 4. Это значит, мы будем вязать до 72 ряда включительно. У вас здесь сформируется ровно 4 пары полных рядов, а пятая пара, последняя, она сформируется, когда мы этот носочек сошьем. Итого в этой части, это будет низ стопы, тоже получится 10 пар полных рядов, как и в верхней части. Смотрите, носочек прекрасно тянется, точнее это вязка, она просто безумно какая-то тянучая. Ну, допустим, вы делаете носок на размер больше, чем мой, и вам нужно еще и сделать саму стопу шире, чем у меня. Ну, хотя, мне кажется, и такой расчет тоже подойдет, потому что носок, повторюсь еще раз, очень-очень тянется. Но, допустим, у вас такая задача стоит. Тогда вы вверх добавляете еще одну пару полных рядов. Там, где вот у меня 10, вы делаете 11. И вот сюда тоже вниз в стопу добавляете еще одну пару полных рядов. Тут у меня тоже 10, у вас, значит, будет 11. Где именно вы сделаете в стопе эту полную пару, в начале вязания или в конце, это вообще не важно, потому что шов, в котором я сшиваю этот носок, он незаметный, он ювелирный, его никак не найти. И, соответственно, куда сместится этот шов, чуть-чуть в правую сторону или чуть-чуть в левую, это вообще не принципиально, потому что он сольется с самим вязанием. Итак, довязывайте до 72 ряда, включительно встречаемся там, показываю, как наш носок сшить. Довязала я весь носок, связала 72 ряд, теперь обрезаю нить. Смотрите, здесь оставляю, наверное, сантиметров 20 нитки и обрезаю. И дальше 72 ряд я распускаю. Он нужен для того, чтобы сделать замер нити, чтобы точно знать, сколько нити потребуется на сшивание данного изделия. И этот прием я использую везде, не только в носках. Я использую его в варежках, в митингах, в шапочках и в других изделиях, которые связаны вот так вот трубой с соединительными петлями. Так, распускаю вот до самого конца. Теперь вот этой нити точно хватит проложить шов. Вставляю этот хвостик. Здесь в конце у меня одна открытая петля. Она сейчас немножко упала. Вот она.
Я вставляю нитку в иголку и закрываю эту петлю иголкой. Вот так. И подтягиваю. Дальше располагаю данное изделие следующим образом. Наборная контрастная нитка лежит внизу. Петля в правом верхнем углу. Мне так удобнее сшивать. И перехожу к самому сшиванию. Вот смотрите, контрастная нитка обхватывает фиолетовые нити первого ряда. И я точно так же делаю иголкой. Контрастная нитка в данном случае это нить подсказка. Вот, контрастная нитка обхватила вот эти две ниточки. Вставляю иголку и вытаскиваю ее. Подтягиваю. Дальше возвращаю иголку в воздушную петлю, которую мы закрыли на предыдущем шаге. Вот так. Так. Подтягиваю. И дальше вставляю иголку в следующую петлю на себя и в только что образовавшуюся петлю. И подтягиваю. Вот получается первый стежок. И вы видите, он абсолютно выглядит точно так же, как все остальные стежки. Итак, в следующую точку. Снова смотрю, как контрастная нитка обхватывает мои нити первого ряда. Вот. Вот так вставляю иголку и вывожу ее. И, естественно, подтягиваю. Здесь нужно сшивать с той же самой плотностью, с которой вы вязали, чтобы шов по плотности тоже не выбивался. Дальше завожу иголку в петлю и в кромочную петлю, из которой нитка выходила на предыдущем шаге. Вот так. И снова все подтягиваю. Теперь в следующую кромочную петлю снова на себя и снова в только что образовавшуюся петлю. И снова все подтягиваю. Опять смотрю, как контрастная нить обхватывает нити первого ряда. Вот так. Вставляю, подтягиваю. В петлю, в кромочную. От себя. В кромочную, в петлю, на себя. Подтягиваю. Опять смотрю, как контрастная нитка подхватывает петли первого ряда и делаю то же самое. Вытаскиваю. В петлю, в кромочную, от себя. Подтягиваю. В петлю, в кромочную, в петлю, на себя. И снова подтягиваю. Опять подхватываю две ниточки, которые обхватывает контрастная нить. Вытягиваю. В петлю, в кромочную, от себя. И в следующую кромочную, и в петлю, на себя. И опять подхватываю две ниточки, которые обхватывает контрастная нить.
петлю в кромочную от себя, в следующую кромочную и в петлю на себя. И опять подхватываю нити, которые обхватывает контрастная нитка. Простите. В петлю в кромочную. В кромочную. В петлю. И вот такой получается шовчик. Это одна сторона. На второй стороне сейчас находится еще и контрастная нитка, но по итогу я ее удалю. Опять подхватываю 2 ниточки и в петлю, и в кромочную. В следующую кромочную и в только что образовавшуюся петлю. Работаю так до конца ряда. Сшиваю все вот эти вот петли вместе. Подхожу к концу ряда, продолжаю сшивать так же, как я шила. Подхватываю 2 ниточки, которые обхватывает контрастная нитка, в петлю в кромочную, в следующую кромочную, в петлю, снова подхватываю контрастные нити, в петлю в кромочную, следующую кромочную, в петлю, опять подхватываю 2 нити, в петлю в кромочную, кромочную в петлю, подхватываю 2 нити, в петлю в кромочную, так, в кромочную в петлю, подхватываю 2 нити, в петлю в кромочную, в кромочную в петлю, подхватываю 2 нити, в петлю в кромочную в петлю. Так, вот еще один стежок, опять подхватываю. Остается 2 стежка, опять подхватываю 2 ниточки, в петлю в кромочную в петлю. Так, предпоследний стежок, в петлю в кромочную в петлю, и последний стежок. Подхватываю последние 2 нити, увожу иголку в петлю в кромочную, и на этом сшивание этого изделия закончено. Здесь у меня, смотрите, был начальный хвостик и конечный хвостик, и эти 2 хвостика встретились в одной точке, и я их просто вот так вот связываю на узел. В любом изделии, в носке, в шапке, в митингах, они всегда встречаются в одной точке, и в итоге всегда просто делаю здесь вот узелочек. А дальше распускаю контрастную нитку. За счет того, что контрастная нить
была провязана в первом ряду не за дальнюю полупетлю, а за перемычку, она легко и просто распустится в одно движение. Надо только открыть этот край. Так. Открываю край. Так. И вот так. И не бойтесь, дальше просто тяните за эту нитку. Она легко и просто вот так вот удаляется. Именно из-за того, что вязание первого ряда происходило в перемычку. Давайте по изнаночной стороне. Здесь у меня был узел. Это что-то я пришила, нет, все ок. Вот так вот легко. И все, носочек получается сшитым. Остается мне лишь сшить пальцы, и можно его примерять, носить. Вот так. Все легко удалилось. Все, нити удалены. И теперь нужно спрятать хвостики и сшить пальцы. Но для начала давайте определим лицевую сторону этого изделия. Смотрите, здесь две стороны будут очень красивые и обе носибельные. То есть вот это одна сторона и второй скос, да, здесь, мне кажется, все красиво. И здесь тоже. И вот такой вот мысок, да. Вот они, эти веточки, они сходятся. И вторая сторона. Я вообще вторую сторону хотела принять за лицевую. Смотрите, здесь немножко по-другому. Здесь в пяточке, вот они, эти красивые сцепки с накидами. Вот так, видите, они сливаются друг с другом. И вторая сторона. И вот мысок. Здесь как бы веточки тоже выходят друг из друга. Ну, пряжа такая, знаете ли, кудрявая. На ней не очень хорошо это видно. Вот. И вот. И, пожалуй, вот эту сторону я возьму за лицевую. Ну, потому что я уже вот в этом носке именно так и сделала. Поэтому выворачиваю наизнанку. Так. Здесь вот этот узелок, я его не сильно затянула. Я его сейчас распущу. Смотрите. И дальше мне нужно просто спрятать нити без узелка по ходу движения. Я вот так вот иголкой делаю. Раз, два, три. И вот так вот обматываю иголкой соседнюю колонку петель, чтобы туда втянуть как бы нить. Беру вот этот короткий хвостик, это был начальный хвостик, вставляю его в иголку и увожу. И здесь поправляю. Поправляю все. Ну и второй конечный хвостик, да, с ним точно так же поступаю. Вставляю в иголку, и я увожу его вот сюда. Так. И тоже обвиваю иголку вдоль какой-нибудь косы. Так. Все. Поправляю и хвостики обрезаю. И теперь финальный штрих. Нужно сшить мысок. Здесь нужна нитка. Смотрите, особо длинной не надо, да, то есть она должна вот так вот 2 раза, ее должно хватить, чтобы пройти вдоль пальцев. В принципе, моего вот этого хвостика вполне достаточно. Я вот так складываю мысок петля к петле и работаю следующим образом. Вкалываю иголку в перемычки. Раз, два. И на следующей стороне тоже вот перемычку и ниточку подхватываю. Раз, два. Подтягиваю. Вот такой примерно хвостик оставляю. Опять в следующую точку, опять в перемычку. Раз, два. В следующую.
в перемычку, раз, два, подтягиваю и так чередую до конца ряда. На одной стороне, на другой, на одной стороне, на другой. Последние петли. Так. И, наверное, вот так будет последняя петля. Теперь немножко подтягиваем в сторону. И прохожусь точно так же в обратную сторону, чтобы мои нити опять сошлись в одной точке. И я их там просто свяжу на обычный самый узелочек. Так, вот так давайте. И просто их тут вместе связываю уже на узел. И точно так же хвостики прячу вдоль какой-нибудь косы, как я делала с предыдущими хвостиками. Допустим, вот так. И с обратной стороны вот так. И на этом носок будет готов. Вот такой носочек получился в этом видео у меня. И вот второй его компаньон. Смотрите, вот этот носок я уже стирала, отпаривала, и, в общем, он прошел все круги ВТО. А вот этот носочек еще не прошел все круги ВТО, но эта пряжа красиво ложится и в носке, который еще не прошел круги ВТО. Вот такой вот он получился. Давайте сделаем замеры. Итак, длина стопы здесь где-то 21-22, но поверьте мне, он безумно тянется, то есть на 38 где-то вот этот расчет будет прям тоже хорошо. И в высоту 13-14, в ширину 7-8, наверное, 8. И здесь тоже 8. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Заранее спасибо за ваши лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо за внимание. Пока-пока.